На канале мы уже обсуждали, как укоренять сортовые черенки лимона, как прививать сортовой лимон к обычному сеянцу. Но что делать, если у вас нету уже растущего лимона сеянца и нету большого количества черенков для укоренения? А вот всего лишь парочка, как у меня. И здесь довольно инновационное такое интересное решение есть. Смотрите, сейчас все расскажу. Мы берем обычные черенки, которые мы срезали с несортового лимона. То есть этот лимон, это большое растение, которое когда-то выросло из семечка и не плодоносит. И взяли чуть-чуть черенков сортового лимона. Но вот на этих черенках у нас нету корней, как вы видите. То есть, соответственно, что мы сделаем? Мы укореним эти черенки, и одновременно с процессом укоренения мы будем приживлять почки от сортового лимона на вот этот. И разрезать черенки по высоте вот такого стаканчика. То есть у нас примерно вот должно 2 почки где-то торчать. Ну, давайте мерить по высоте вот этой баночки. То есть примерно вот так. После того, как мы нарезали черенки нужной длины, мы с нижней части черенка удаляем листья, оставляя почки. Вот таким образом. И оставляем 2 листика наверху. Вот они. И эти листья мы ножницами обрезаем почти больше, чем наполовину. Вот оставляя такой маленький кусочек листа. Небольшой. Вот такой. Или может быть даже вот так. Небольшой совсем. И так делаем со всеми черенками. У нас из такой кучи получается вот такая небольшая компактная кучка черенков. Что мы теперь делаем? Смотрите, мы берем низ черенка и вот так вот процарапываем кору. Вот таким образом мы процарапываем кору. И делаем также со всеми черенками. И начинаем сам процесс прививки. Мы прививаем окулировкой. Причем выбираем место для прививки примерно между 2 листочками верхними. Вот здесь вот. Для этого нам нужно обработать инструмент спиртом. Обрезаем листочек, но оставляем черешок. Совсем маленький можно оставить. Вот таким образом. То есть на сортовом черенке мы можем все листья обрезать. Берем толстым концом низом вперед. Чтобы срезать почечку, мы должны сначала сделать зарез снизу. Вот так. Крепко взять черенок и спускаться сверху вниз. И там, где почка, нужно будет заглубиться. Но не спеша, контролируя весь процесс. В результате у нас должно быть минимум древесины, как здесь. И дальше мы можем немножко подрезать вот так вот. Берем дикий лимон из косточки, делаем зарез, кармашек, и спускаемся к этому кармашку вниз, туда. Вот так. И вставляем почечку в кармашек наш. И теперь берем прививочную ленту и заматываем нашу прививку прививочной лентой. Очень плотненько стараемся это делать, но не закрывая почки.
почечку мы обходим. Почечку мы не закрываем. Так, и стараемся следить, чтобы комбиальные слои были совмещены, то есть сам щиток не смещался никуда. Вот такая вот прививочка получилась окулировкой. Мы черешок и почку оставили, обошли ее. Вот почечка, черешок, который будет служить индикатором приживаемости. Если он останется зеленый или отвалится через несколько дней легким вот так нажатием пальца он отвалится, то значит прививка прижилась. Если он засох и стал черным и не отваливается, то значит не прижилась. Также если он стал черным и отвалился, тоже значит прижилась. Еще важный момент, мы изолируем, обрабатываем срез. Это можно сделать садовым варом и также, как я, пленочкой, закрыть пленочкой вверх, чтобы не было испарения лишнего. И делаем также со всеми черенками. И после того, как мы привили почку и сделали вот здесь вот такие срезы небольшие внизу, мы делаем следующее. Берем стаканчик с влажным грунтом для цитрусовых. Здесь у нас отверстие внизу для оттока воды. Любым карандашом делаем углубление, довольно глубокое, дырочку, и почти до дна, немножко не доходя дна. Обязательно. И берем корневин, корнестимулятор, и макаем вот так вот этот вот кончик обрезанный целиком в корневин. Теперь немножко стряхиваем, корневина не должно быть много. И аккуратно, чтобы не стряхнулся корневин отсюда, вставляем в сделанное отверстие. То есть корневин должен остаться именно на черенке до первого листика. До первого листика заглубляем. И здесь вот в конце немножко притрамбовываем. То есть чтобы черенок не шатался. Вот в таком виде мы ставим вот в такой контейнер с крышкой. Вот так выглядят уже готовые черенки. Я их немного опрыскал, чтобы была влажность вот в этой вот коробке, которую я герметично закрываю. И ставлю при температуре 25 градусов куда-нибудь на окошко с северной стороны, чтобы не было прямых солнечных лучей. Прошло несколько недель. Вот листики также зеленые, а черешки вон там вот от почек, которые мы привили, отпали. Вот они. Вот здесь вот. Где-то даже появились первые зеленые росточки.